Напишите в комментариях, что вы думаете о таком способе нанесения на плюшки. Ну а я сейчас покажу, как делать нужно правильно. Вот и пришла пора утепления. Друзья, вы на канале Каменный Декор. И я, Александр, покажу вам свой метод, правильный, действующий, как хорошенечко и качественно утеплить цоколь. Поехали. Итак, друзья, первоначально на подготовленный цоколь, то есть он был проштукатурен в плоскости, чтобы слой клея, который будет сделан на пеноплексе, был минимальным. Плоскость создана. Здесь я подкладываю такие заготовочки под утеплитель, так как высота листа у меня 580 миллиметров, так как я обрезал замки, а высота цоколя 610 миллиметров, поэтому я решил, сверху по-любому нужно оставить расстояние для штукатурного слоя где-то 15 миллиметров, и снизу я подставляю такие вот закладные элементы, чтобы лист, как бы не дал просадочку, усадочку. Итак, замесив клей со своим ЦПС раствором, дальше в ролике вы увидите, как правильно смешать в пропорциях. Обязательно наносим адгезивный слой на основание. Это обязательное условие. Не слушайте тех, кто делает какие-то липушки, какие-то гребенки там и так далее. Любая методика приклеивания, как керамической плитки, другой крупноформатной плитки, то есть будь это керамогранит, будь это пеноплекс, неважно, для хорошего адгезива нужно подготовить основание и нанести клей на саму приклеиваемую поверхность. Поэтому сначала я намазываю стену хорошо, разравнивая, качественно. Вот видите, я в данном случае использую шпатель 350 миллиметров, и вспомогательный сотка. Им промазываю, заполняю полностью всю стену, выравниваю максимально. Получается ровное адгезивное основание, после чего можно наносить сам клеящий состав на утеплитель. В данном случае это фирма Пеноплекс. Я использую его. Здесь 40 миллиметров. Он зарекомендовался достаточно хорошо, как по плотности, так и по теплоизоляционным свойствам. Дальше я наношу липушки путем, так сказать, практического применения. Я понял, что нужно наносить их 6 таких вот жирных штучек, 6 жирных липух. Это все опытным путем. И потом шпателем конкретно втираю, приглаживаю, прикладываю некоторое усилие, чтобы клеящий состав хорошенько прилип к нашему пеноплексу. Как вы уже обратили внимание, что лицевая сторона, где надпись Пеноплекс, она уже прошкурена. Я это сделал заранее, чтобы потом не лазить на коленочках и не шкурить его. Поэтому я подготовил эти листы раньше в удобных для себя условиях, комфортных. Использую я гребенку 10 миллиметров. И дальше движениями, можно горизонтальными, можно вертикальными. Но самое главное, гребеночку немножечко нужно держать под углом, чтобы не счесывать весь клей с пеноплекса.
обязательно я делаю так. Я разглаживаю сначала в одной плоскости, потом в другой. Можно повторить это движение в третий раз. Но самое главное, что в этом случае клеевой состав распределяется равномерно. Если по углам вы видели, что вы собрали очень много клея, на уголки я немного таких вот липушечек добавляю, чтобы углы были полностью заполнены. При простукивании, при уплотнении лишний клей он выдавится наружу, поэтому здесь нету никаких проблем. Далее прикладываем лист, прижимаем, простукиваем ладонью. Конечно, операция простукивания ладонью не из приятных. И дальше я вам расскажу, как упростить работу. Дальше заранее подготовленные проставочки по высоте подставляются. Обязательно, чтобы при уплотнении лист у нас не просел, не дал никакую усадку, а стоял жестко в заданных высотах, в заданных параметрах. Итак, уплотнили замочек. Все состыковалось. Дальше идет в бой мистер уплотнитель. Это кусок брусчатки. Конечно, киянкой бить не советую. Киянка, она имеет очень маленькую площадь соприкосновения, поэтому может оставлять следы. Но в данном случае я подобрал тротуарную плитку, которая обладает хорошей площадью и достаточным весом для того, чтобы максимально можно было уплотнить лист. Ну и дальше сверху вниз и от центра к краям я простукиваю лист и уплотняю. Вот эти мои 5, вернее 10 миллиметровая гребенка, которая должна оставить 5 миллиметров клея, вот она сейчас здесь работает. То есть перепады по моей оштукатуренной поверхности, они могли быть там 2, 3, 4 миллиметра. Но вот этот способ с гребенкой 10 миллиметров и плотным простукиванием, он абсолютно работает. По звуку простукивания я слышу, что пустот нет, лист приклеился максимально плотно, поэтому ставим лайк этой работе. Ну а для экономии я сделал на мешок клея для теплоизоляции. Я взял еще 12 килограмм цемента, то есть одно ведро, и 3-3,5 ведра песка, и все это перемешал и сэкономил отличный клеевой состав. Хотите верьте, а хотите нет, без потери качества экономия составила ровно в 2 раза. А конкретно в цифрах, вместо того, чтобы потратить 8000 рублей на этот небольшой объем 40 погонных метров, я потратил всего 4000. А если этот объем будет 100 метров, то это уже 8 или 10 тысяч рублей. Так, друзья, следующим этапом отделки нашего пеноплекса под декоративную штукатурку, под арт-бетон, является укрепление дюбелями самого пеноплекса и монтаж сетки.
Смотрим, как это делается. Заранее приготовленная сетка, оцинкованная 1,6 мм с ячейкой 25 на 25 мм. Так как у меня здесь выступ образовался естественным образом, я сеточку подгинаю на ширину вот этого вылета. Подогнул заранее. Ну и теперь монтаж на дюбель-гвоздь. Пеноплекс у меня 40 мм, поэтому дюбель гвоздей достаточно длиной 90 мм. 50 мм будет находиться, ну тут плюс толщина еще клея, по допуску в кирпиче должно сидеть 40 мм. По допуску проходим. И с шагом где-то 40-50 сантиметров крепим дюбеля. Здесь сверху я еще фиксирую саморезом непосредственно колонку. Пену, естественно, я предварительно подрезал. Там оставил пока с угла. Сейчас просто зафиксирую там пеноплекс, так как за углом еще он не смонтировал. И нужно будет... Вот сеточку я оставил. Здесь я ее соединю. Два словечка про угол. Значит, доходим до угла. Вот я выпустил 20 сантиметров дальше угла. Дальше вот здесь раз, два. Делаю сверху надрез, подворачиваю. Отодвигаем сетку. Ну, сначала ее подгибаем по углу, потом отодвигаем и догибаем угол под 90 градусов. Вот так. Догнули. Вот сверху получился вот такой вот конвертик. Все, сейчас осталось только ее догнуть. Все, перевязочка соблюдена. Ну, здесь подровняется сеточка. Вот так у вас сформирован угол. И дюбеля фиксируем перед углом здесь и за углом. Ну, здесь вот будет в данном случае перехлест сетки, поэтому здесь будет фиксация в этом и в этом месте, уже вместе с этим кусочком доборочным. Легче всего согнуть сеточку на каком-нибудь столике. И второй способ, ее можно немного выдвинуть за ребро стола. И нажимая на края сетки, она подгибается уже удобно и легко. Вот таким получается пеноплекс. Подготовлен, смонтирована сетка, полностью готовый под штукатуривание. Здесь на что хочу еще обратить внимание: сетка, она топорщится, и в местах, где она очень близко прилегает вплотную к пеноплексу, можно подставить какие-то элементы, чтобы сеточку немного отодвинуть, таким образом дать ей натяжение. Я здесь повставлял кусочки дюбелей поломанных. Можно проставлять какие-то клинышки, любые, что вы хотите, чтобы хотя бы на 3-5 мм сеточку отодвинуть, и тогда она дала такое более-менее равномерное натяжение. Записываю с коленок, поскольку вы монтируем пеноплекс, то обязательно нужно его использовать вот под коленочки. Раз, подложили, и хорошо, и ножкам и мягко, и тепло.
Итак, ну а основная мысль моя какая? Вот покажу на этом примере. Вот пеноплекс, да, я крепил вот эти листы, я накладывал сверху вот этих листов, да. И кто не знает, значит, когда вы монтируете дюбеля, вот, лучше их всего засверливать либо в шов, либо немножко смещаясь вот к этому листу, который накрывает предыдущий лист. Вот как в этом случае, видите, вот он, вот линия шва, я сместился немного сюда. Таким образом, одним дюбелем я прижимаю, фиксирую, так скажем, этот лист, а этот лист своим замком еще и фиксирует этот лист, ну, по крайней мере, здесь у краев. Ну, дальше через там 30-40 сантиметров, ну, через 40 обычно я монтирую, так как лист 1,20 м, вот удобно идти шагом 40 сантиметров. Вот, сейчас подфиксирую здесь и здесь. Вот как на этом примере. Здесь листы вверх тормашками стоят. Почему? Потому что я шел слева направо. И мне было удобно, чтобы последующий правый лист накрывал замочком сверху, чтобы не подсовывать замки. Поэтому здесь я их развернул вверх тормашками. Все предельно просто. Друзья, ну а любое препятствие можно вырезать с помощью вот таких проволокорезов. Они так и называются. Диаметр проволоки берут до 3,5 миллиметров. Поэтому очень удобные тоненькие грани, торцушечки. Удобнее, чем бокорезы, без каких-либо усилий. Элементарно справляются. Рекомендую. Фирма Зубр. Наш отечественный производитель, сделанный в Китае. Но заявленная сталь очень крепкая.